Во всех этих мотивах я использовала бурдон. Очень легко бурдоном делать всякие повороты, завитки, и форму держит просто идеально. Вот я ее держу, и это при том, что я не делала никакого ВТО. Вот так вот, как связала, в таком виде он и представлен, этот мотив. И тем не менее форма держится идеально. И здесь то же самое. Тоже все сохраняет форму, подчеркивает. Где мне хотелось, там я и подчеркнула. С изнаночной стороны никаких следов. Не видно, что я применяла бурдон. Вот так выглядит бурдон, не обвязанный, еще не вовлеченный в работу. Он может любого размера быть, такого, какой мы захотим. Заканчивается вот так. 2 ниточки. Какого размера тоже мы можем сами решать. У меня этот бурдон вот такого размера. Может быть, его и меньше, а может быть вот столько и еще больше. Когда я вяжу много вот такого бурдона, я могу его использовать кусочками. И если тот бурдон, который я отдельно вяжу для каждого элемента в мотиве, то начало у него вот такое аккуратное, и тут просто бери и пользуйся. Захватила за узелочек первый и пошла вязать. А в этих, которые я кусочками отрезаю, у них вот такие кончики. Здесь у меня уже был отрезанный, и я затянула ниточку для того, чтобы им пользоваться, этим бурдоном, и не бояться, что оно распустится. Как закреплять, я вот сейчас даже и покажу. Вот, допустим, я возьму, вот такого размера мне нужен бурдон, и я его отрезаю. Вот я отрезала. Тут понятно, что происходит вот такое безобразие, что естественно. Но это все поправимо. Я нахожу петельку, а она тут очень четко просматривается. Если не просматривается, значит надо немножко распустить, потянуть за ниточку, и все появится. И потом в эту петельку я вставляю крючок. В петельку, самую первую, какая появится, я вставляю крючок и вот так тяну. Тяну, и вытягивается одна из ниточек. И все, у меня уже это никуда, ничего не распустится. Я могу вот так эти хвостики прятать и обвязывать основной нитью. Берем любой клубочек любого размера и от него наматываем еще один. А какой величины, это зависит от того, сколько вам необходимо, какой длины вы хотите бурдон получить. Вот у меня, допустим, совсем маленький, коротенький. Я чуть-чуть намотала, и у меня получилось 2 клубка. Тот, который основной клубок, я его ближе к себе расположу, а этот будет чуть подальше.
беру крючок и вовлекаю его в работу тем, что набрасываю рабочую нить, прокручиваю крючок вокруг своей оси и провязываю узелок. Вы заметили, что да, сразу же я подхватила одну нить и вторую. Я еще раз показываю, это происходит просто на автомате. Вставляю крючок, прокручиваю и провязываю узелок. Ниточка проходит через указательный палец, лежит сверху, и ниточка проходит снизу, в стороне, и придерживается большим пальцем и средним. Все это натягивается. Верхняя натягивается вверх, нижняя, соответственно, в сторону и как бы вниз, а крючок вправо. Все в натянутом положении, чтобы получилась идеально ровная цепочка, то есть наш бордон. Накид делать, первый накид мы делаем той нитью, которая снизу, внизу набрасываем вот таким образом, и у нас получается на крючке 2 петли. Покажу ближе. После того, как мы провязали узелок, мы делаем накид на крючок нитью, которая ниже располагается. Вот мы накинули и сразу же хватаемся за основание, за узелок. Держим крепко. После чего верхнюю нить, которая на указательном пальце, мы набрасываем на крючок и протягиваем через эти 2 петли. Протянули и затягиваем. Дальше все повторяется. Нижняя нить. Хватаемся за узелочек. Верхняя нить. Протягиваем. И снова нижняя нить на крючке. Хватаемся за основание. Хватаем верхнюю нить и провязываем. Вот уже у нас бордон поднимается. Снова нижняя нить. Хватаемся. Натягиваем все. И крючок тянет в сторону. И узелок мы тянем в сторону, противоположную крючку. И еще тянем верхнюю нить. Захватываем и провязываем. Отпускаем узелок, набрасываем нить, которая ниже. После этого опять все натягивается, захватываем, провязываем. И вот так вот поправляем. И снова набросили, натянули все, провязали верхнюю нить, затянули. Можно бросать и смотреть, что получается. И снова сразу набрасываем. Как только набросили, сразу же хватаемся за хвостик. Потом верхнюю нить провязываем, затягиваем. И повторение пошло. Провязали. После накида нижней нити сразу же все натягивать. И провязали. И вот так далее.
ниточки становится все меньше и меньше в верхнем клубочке, от которого уже ничего не осталось. И поэтому мы уже будем заканчивать. Последний раз я делаю накид, последний раз протягиваю верхнюю нить. И вот так вот вытягиваю эту верхнюю ниточку, и все. Бурдончик закончен. Можно обрезать. Обрезаю я одинаково. Можно было бы в целях экономии обрезать где-то здесь, но я обрезаю именно так. И вот у нас тот самый красивый край, о котором я говорила, куда можно без проблем прикрепиться и ничего не надо прятать. Вот это я захожу вот в этот самый первый узелок, какой мы провязывали. И потом уже вовлекаю в работу основную нить такого же цвета, и это совершенно незаметно. Получается аккуратно, красиво и сплошное удовольствие.